Канал Валерия Табакова представляет интервью на день с юристом Валерием Табаковым. Шокирующие детали дела об убийстве Фарион. Добрый вечер. Есть вопросы, Каринка, пока люди собираются? Валерий, у вас есть какие-то новости? Может, есть какая-то информация по Вячеславу? Есть информация, не знаю, насколько она так на общее это самое. Есть. Ну, если закрытая, то не будем. Есть, информация. Хорошая или плохая? О подготовке, о подготовке переквалификации. Но еще это все пока в работе, еще не завершено, но практически уже все оно сделано. В сыром виде, скажем так, да? Ну, не в сыром, то есть уже там, как сказать, получилось оно с помощью юридического кульбита, можно сказать, финта такого. Не знаю, насколько оно будет доведено до дела, но во всяком случае вот то, что задумывалось, оно таки пройдет туда, насколько это возможно, потому что цель была, чтобы в материалах дела появилось ходатайство с вот этим вот обоснованием, которое по переквалификации. Вот. И, насколько я так понял, что у меня получилось, это было достаточно нетривиальное решение, но оно произошло. Поэтому я отправлю, наверное, сегодня, вот это решение, потом опубликую видео и могу сейчас раскрыть тонкости всего этого дела. Давай, так что тонкости не будем раскрывать, все в карты не будем вскрывать, все тузы в колоде сразу. Не будем, да? Не будем все сразу карты раскрывать. Зачем? Хотела еще сказать, у меня, ездила здесь на стрельбище, просто как тир, есть база, и туда приезжают люди полицейские, в общем, на территории базы НАТО люди простреливаются, чтобы не терять навыки. И у меня такой, солдаты, полицейские, они там соревновались и поднимались вот такие вот как человечики, и они должны были быстро среагировать и выстрелить. И эти человечики все были разного роста. И когда я наблюдала, Фарион, какой рост был у Фарион? 160 где-то так. И они пишут, что у Ряшинова был рост какой? 1,80 м, 1,70 м. Вот это загадка, потому что столько разных ростов у него, там сколько ряженых, трудно сообразить. У одного 170, у другого 180, у третьего 185. Насколько мне вот так вот не изменяет память. Так вот в чем вопрос. Я когда просто наблюдала, и как вот именно люди, которые все время стреляют, там навыки, и поднимались эти как человечики, все поднимались разного роста. И все люди разного роста. И все они целились сразу в голову. У них цель на поражение. И наблюдав, как вам сказать, пуля вхождения в Фарион. Если она маленького роста и человек высокого роста, то получается пуля входит наискось.
и входит не прямо в лоб, а все когда вот реагируют, у всех вытянутая рука на цель. Понимаете суть? Фарион ниже ростом. И это чтобы пробегать мимо и выстрелить прямо ей в голову, неподготовленному человеку, это во-первых. Во-вторых, я так думаю, ряженый это не ковбоец, что там с плеча стрелять, сзаду, спереду, с подмышки, да, правильно, и сразу в голову попадать. Ну да, вопрос еще, стрелял ли ряженый в этом. Но они же утверждают, что ряженый стрелял. И вот именно пуля вхождения, я потом спросила, как пуля входит, маленький рост, ну вот примерно сказала 1,60 м, и человек где-то 1,70 м, 1,80 м. И приблизительно они мне показали, как войдет пуля, но это должен быть стрелок, простреленный человек. И, как сказали, стрелять в человека первый раз, это надо быть вообще, это, во-первых, же тяжело. И нету у них баллистики. Нету баллистики, нету пули вхождения в голову. Да. Так что очень много вопросов к прокуратуре, к следствию. Да, ну у меня есть вопрос, это 21 вопрос, да, который, в принципе, готовы ответы, если то так. Мы по этому поводу, да, планировали сегодня. Добрый вечер. Если позволите, девочки, добрий вечір, Валерій Табаков, добрий вечір, шановна аудиторія. Дуже приємно, що ви допомагаєте в цій справі, дуже приємно, що ви не полишаєте цю справу, слідкуєте цю справу. Це стосується і вас, Валерій, це стосується і всіх глядачів, які долучаються до ефіру, які допомагають розголосом, які допомагають лише на карту мами. Дякуємо вам. Дякуємо і вам, дівчат, які їздять на суд, підтримують хлопця морально. Дякуємо. Анечка, пожалуйста, давай. Анечка, меня слышно нормально? А то я уже начала, а ты только сейчас сказала. Да, хорошо. Угу. У нас сегодня на день судьи. Да, всем добрый вечер еще раз. Все, значит, с благодарственной частью мы закончили. Валерий, я вот хочу вам задать такой вопрос. Прежде чем мы перейдем к разбору 3 видео, последних вы выпустили. Эти видео касаются, естественно, дела Вячеслава Зинченко. Вы много чего выпускаете, но мы разберем именно 3 последних ваших видео касательно данного дела Вячеслава Зинченко. Я хочу вам задать общий вопрос. Значит, мой вопрос такой. Почему вы решили вступиться за это дело? Почему вы заинтересовались этим делом? Почему вы уже на протяжении приличного времени поддерживаете и розголосом, и разбираете заседания, и даете советы, и пишете различные письма в различные структуры? Я знаю, что уже 3 письма готовы от вас, 4 на подходе. Спасибо вам за это. Вопрос, почему вы это делаете? Это морально-этическая сторона, то есть вам, как нам, просто жаль этого парня невиновного, из которого делают профессионального киллера-убийцу, либо это больше юридический интерес, так как вы юрист-профессионал, профессионал юриспруденции, и вам просто вот с точки зрения вашего профессионализма интересно принять участие в этом деле, так как дело свежее, дело интересное, дело горячее, дело нестандартное, дело сфабрикованное, и вы просто видите все эти, мягко говоря, киноляпы, и вот чисто юридически вы хотите принять участие. И у меня есть подвопрос. Значит, ответьте на вопрос, почему вы принимаете участие. Второй подвопрос. Вы знаете, много юристов, много желающих, так скажем, коллег вашего цеха пытались нам помогать. Тоже добровольно, но почему-то их помощь всегда была либо одноразовой, либо двухразовой. То есть на больше людей не хватало. Вот у меня вопрос, как вы считаете, и корректно ли это судить коллег вашего цеха, вам как юристу? Вопрос такой, как вы считаете, почему эти люди
не остались с нами до сих пор, не записывают видео, не делают розыгрыш, не подают какие-то заявления официально, хотя они могут, как юристы, как адвокаты, как люди этой отрасли. Почему они этого не делают? Им все равно, им неинтересно, либо по принципу живут «моя хата с краю, меня вся лякая». Вот, пожалуйста. Так, ну, значит, два вопроса в одном. Первое, это почему я, да, так себя веду. И тут, ну, ответить можно, ну, с различных как бы уровней, с различных ипостасей. Вот, либо, во-первых, как гражданин, как я к этому отношусь, с Украины, во-вторых, как юрист, ну и в-третьих, как просто человек, да. Как гражданин, понятно, что здесь в этом деле сконцентрирована вся Украина. И мне вот интересно, чтобы в нашей вот такой, ну, как сказать, идеальной стране, да, которая, она не идеальна, да, все же в какой-то мере справедливость торжествовала. И если вот те институты, которые призваны к защите вот этой вот справедливости, не работают, то в теории получается, что мы переходим от верховенства права, которое записано и задекларировано в Конституции, переходим к верховенству силы. И это закон юридический, закон права, и он просто действует. Это объективный закон, мы не можем его отменить. Если у нас не... А право – это, ну, величайшее, можно сказать, изобретение человечества для того, чтобы конфликтные ситуации, споры не решались силовыми методами, решались бы по закону. Если не работает закон, работает сила. Это закон, общественный закон. Поэтому хотелось бы вернуться в правовое поле. Для этого нужна, конечно, квалификация и нужны действия. Ну и как гражданин и как юрист можно сказать, что с другой стороны подменять закон политикой тоже это, ну, неправильно. Это, можно сказать, предательство своего народа, то есть со стороны политиков. И ну, часто они этим и занимаются. То есть мы что делаем? Мы участвуем в выборах, мы делегируем свои полномочия представительским органам власти, а органы власти потом, пользуясь вот этой вот предоставленной им властью от народа, используют в своих интересах. Это тоже неправильно, поэтому, ну, часть граждан, например, не участвует в этих выборах и не делегирует свои полномочия власти, которая фактически не защищает права. То есть зачем люди дают право власти? Затем, чтобы власть защищала права. Если через право, если власть не защищает, то что остается? Ну и понятно, что тогда люди разочаровываются в этом и перестают делегировать. Ну и лично, что касается меня, я вот совершенно неожиданно для себя открыл этот момент, и, ну, буквально сегодня получилось так, что в этом деле я, ну, волей или неволей, но все же становлюсь в статус потерпевшего. И это неожиданно. То есть дело в том, что вот этот вот момент переквалификации, который я разбирал, по которому я готовил обращение в суд, подготовил уже его, он, ну, позволил мне понять, почему я потерпевший в этом деле. И почему? Вот я это понял. Потому что квалификация вот этой справы, ну, по убийству Фарион, она идет по пункту 8, пункту 14, части 2 статьи 115 Уголовного кодекса. И
и вот эта вот квалификация, она неверна. Ну, я даже более резко говорю, она юридически порочна. Вот. И эта порочность состоит в том, что фактически, ну, пункт 8, это, значит, это общественная деятельность фарион, да, то есть фактически декларируется, что убита за общественную деятельность, и второе, это там национальная неприязнь. Ну, с национальной неприязнью разобраться было легче, почему ее нету, почему это неправильная квалификация. Но это оставлю чуть попозже. А вот с общественной деятельностью тут действительно проблема. И проблема, она очевидна, но почему-то сторона обвинения ее не видит. А очевидность ее в том, что общественная деятельность должна быть законной. И именно об этом и говорит система права, в том числе есть в постановлении Верховного суда, о том, что если речь идет об отягчающем обстоятельстве, как убийство общественного деятеля, то эта общественная деятельность должна быть законной, то есть полезной для общества и в рамках закона. А у фарион вот эта деятельность, которой она занималась, она имеет вид ксенофобии, то есть ненависти по отношению к инакомыслящим, то есть, ну, например, к русскоязычным, ну, например, таким, как я. Вот я русскоязычный, и она, фарион, хейтила меня, то есть она постоянно в течение 10 лет оскорбляла, унижала и требовала, значит, призывала к геноциду. Ну, ее там поплечники, или как их соратники, Кашулинский, например, идеолог, да, вот этой вот свободы, он сразу после убийства выступил и сказал, что вот всех русскоязычных нужно гнать поганой метлой. То есть, ну, буквально к силовым методам призвал, то есть явно призвал к геноциду, что само по себе является преступлением. Об этом я в видео выпускал. И получается, что вот эта вот ситуация, когда ксенофобия маскируется под общественную деятельность, что на самом деле присутствует в этом судебном процессе, и, значит, позволила квалифицировать вот это преступление по пункту 8 части 2. Но на самом деле объявлять общественной деятельностью ксенофобию неправильно. И поэтому вот как бы вот этот пункт, он не соответствует квалификации юридической, законной. Валерий, я немножко подытожу. То есть получается, что для того, чтобы легально сделать переквалификацию по этому делу, Ирину Дмитриевну Фарион нужно признать общественным деятелем. Пока этого нету, то есть говорить о какой-то переквалификации нереально и неправильно с точки зрения закона. Нет, то есть ее уже представили как общественного деятеля, и защита ничего как бы вразумительного пока не говорит о том, что этого нету, пункта 8, общественная деятельность. Поэтому как бы по умолчанию суд слушает и думает, что да, это убийство общественного деятеля. То есть они попытались обжаловать переквалификацию, но у них не получилось. А почему не получилось? Потому что не прозвучало вот то, что вот эта вот ксенофобия, которая присутствует, и которая маскируется под общественную деятельность. То есть если признать, что эта ксенофобия, она явная, потому что на момент убийства Фарион была не закрыта справа, которая возбудила СБУ против нее по статье 161 за разжигание там вражды. И поскольку вот эта вот справа не закрыта, то есть фактически была убита человек, который подозревался в преступлении. И я, например, вот как русскоязычник по отношению к которому вот это преступление совершалось в том числе,
получил ущерб. То есть я потерпел, потому что если бы не было убийства, то Фарион была бы привлечена к суду, и суд бы принял решение. Значит, значит, оправдательный приговор или, значит, обвинительный. А поскольку она убита, то я утратил такую возможность получить от государства правильный приговор. Я в этом смысле потерпевший с точки зрения, ну, это сложный как бы момент, потому что действительно, с одной стороны, можно ли такую переквалификацию оспорить на данный момент, или поезд ушел? Нет, то есть поезд не ушел, поскольку что я делаю? Я подаю заявление о том, чтобы меня признали в этом деле потерпевшим. И если это произойдет, то тогда я получаю процессуальное право подавать ходатайство. Вот это ходатайство о переквалификации я надеюсь подать, ну, я подам вместе с заявлением, то есть оно в любом случае в материалах дела появится, вместе с заявлением о признании меня потерпевшим, подам ходатайство о переквалификации на статью 116, то есть а не 115, убийство в состоянии физиологического аффекта. В чем же этот аффект, я тоже там, значит, обосновываю, потому что вот эта вот ксенофобия, которая лилась от Ирины Дмитриевны Фарион в течение 10 лет, она, ну, по законам психологии, в том числе юридической, может накапливаться, как эмоциональный такой заряд, отрицательный. И вот именно это могло произойти с человеком, я не говорю, что это Вячеслав, с человеком, который нажал этот спусковой крючок. И в этой ситуации, то есть накопление понятно, но что является тогда триггером? Потому что должен быть всплеск эмоциональный. А триггером, ну вот как я в этой ситуации вижу, является информация о том, что она собирается уехать за границу, то есть уйти от ответственности. То есть человек, который накопил отрицательный заряд, узнал о том, что она собирается уехать, он вдруг подумал, что да, это последняя как бы капля. И вот в этом состоянии он, вот этот вот убийца, мог сделать этот выстрел. Почему нет? Почему такой вариант развития не рассматривается, а говорится о том, что все это хладнокровно подготовлено и исполнено. Ну, вот примерно такая позиция. Ну, такой вариант тоже возможен. А скажите, переквалификация является элементом давления на защиту, ну, или это вполне рациональный ход обвинения? Ну, не на защиту. То есть защита сама по себе, она занимает позицию, что Вячеслав вообще не причастен. И я не оспариваю эту позицию защиты. То есть я оспариваю саму квалификацию. То есть кто убил, я не говорю вообще. То есть если суд признает виновным, то это не отменяет моей позиции переквалификации. Примерно такая ситуация. То есть давлением на защиту это не является. То есть это наоборот, как бы можно сказать, является противодействием давлению со стороны обвинения вот, на суд. И в том числе и на общественность. Потому что вот эта вот квалификация как общественного деятеля и национальная неприязнь, она сама по себе вызывает желание более жесткого как бы наказания, что не соответствует вообще-то объективным как бы обставинам справы, то есть обстоятельствам дела. Вот, то есть обстоятельства должны судом оцениваться объективно, без всяких там нагнетаний, без утверждения, что это как бы общественная деятельность, что это какая-то национальная неприязнь. Национальной неприязни тоже я там не вижу, например, да, потому что даже в тех записях, которые были обнаружены в телефоне у Зинченко, он пишет о
ну, не он или кто там за него закачал туда, но тот, который закачал туда, пишет о личной неприязни. А это часть, как бы, составляющая состава преступления, субъективная сторона, так называемая. И эта субъективная сторона является отношением преступника к своему действию. Он никак, ну, то есть по доказательствам, которые есть там, нету никакой вот это доказательства того, что преступник субъективно относился по национальному признаку неприязни. Он только лично, как бы, личная неприязнь как ответ на оскорбление. То есть там же была дегуманизация со стороны Фарион. То есть вы там носители вируса, вы там, я не знаю, москвороты, там, вы там, ну, в общем, много чего там было произнесено. И это как раз объективно вызывает отрицательную эмоцию, то есть желание, как бы, противостоять этому. Ну, вот где-то... Валерий, ну все-таки вот интересно ваше мнение по поводу коллег по цеху. Ага. Почему нет от них реакции? Прошу прощения, почему нет реакции от них? Почему нет заявления? Почему нет хотя бы юридической помощи, выступлений в эфире? Не считаете ли вы, что этот случай очень интересен для правовой системы в целом? И вот такое молчание юридически грамотных, подкованных людей создает очень опасный прецедент вообще по стране? Значит, в целом, ну, это как бы по заготовке значение вот этого дела, оно само по себе огромно. И фактически это тест на независимость нашей судебной системы, которая, ну, фактически подвержена давлению со стороны ну, различных властных там институтов. Вот. И если выстоит судебная система, то это будет своего рода победа. Вот. Что касается, для того, чтобы она выстояла, нужны адвокаты. Адвокаты смелые, адвокаты грамотные. Ну, я не хочу сказать, что с грамотностью у адвокатов там проблемы, хотя есть такие, как бы, подозрения, что кое-кто из них не вполне отвечает квалификации, но... Валерий, давайте отпустим действующих адвокатов, я имею в виду людей извне. Вот как вы, человек абсолютно, который не посвящен в это дело, официально не принимающий участие в нем, ну, как бы, не имеющий договора с Вячеславом или с его семьей. Вот люди извне, почему они проходят мимо? Вот другие юристы, другие адвокаты, этих пока оставим в покое. Там все понятно. А вот другие люди, почему они равнодушны, хотя они имеют правовые знания, они заканчивали университеты, институты, защищали какие-то дипломы магистерские и так далее. Почему они молчат? Ведь они могут собраться вместе и выступить, и дать верховенству права восторжествовать. Но этого не происходит. Почему-то вы один спокойно боретесь, вас там еще пытаются обижать, но это уже 38-й вопрос. Ну почему вот они молчат? Мне интересно, если этот кейс, этот случай очень интересен для правового поля вообще, и если вот оно сейчас так все сойдет, и верховенства права не будет, ну, в принципе, мы покажем, что у нас пролазит все. Можно обвинить невиновного, можно посадить молодого, можно прицепить профессиональное киллерское убийство парню, который вообще был в 35-м месте, и мысли у него были даже еще не о девочках, а о мячике. Ну, то есть у нас все пролазит, и победы не будет. Почему молчать? Ну, дело в том, что вот та позиция идеологическая, которую продвигала Фарион, она как бы тотальная такая. И вот выступить против всеобщей такой тотальной идеологии, это чревато. То есть либо нужна какая-то платформа другая, альтернативная. И такой альтернативной платформы идеологической у политикума, ну и в том числе у представителей правовой системы, нету, насколько я вот у меня она есть. Я знаю, почему я идеологически противостою вот той платформе, которую поддерживала в том числе и Фарион.
Поэтому я спокойно дискутирую на эту тему и спокойно применяю свои правовые как бы навыки. А для них, если у них нет идеологической как бы такой концепции противостояния, они будут выглядеть, как будто бы они идут против институтов власти. И этот поход против института власти в условиях, когда тотальная коррумпированность вот этой судебной системы, о чем даже декларировать не надо, оно зафиксировано многими там организациями, в том числе со стороны Евросоюза. Вот, эта коррупция, она тотальная. И если начинать заявлять делать заявления против вот этой вот системы коррупционной, это чревато потерей личной устойчивости, можно сказать, финансовой и других видов устойчивости. И не каждый рискнет это делать. Поэтому, значит, все они молчат. Они держатся за свои кресла, за свои там адвокатские корочки. И поэтому, если адвокат начнет публично там чего-то говорить, то, конечно, это закончится плачевно. Вот, например, яркий пример адвокат Немировский, который он даже не идеологически противостоял, он просто чисто юридически заявлял о фальсификациях, представлял доказательства. Чем это закончилось? Это закончилось юридическим финтом, который спровоцирован был его коллегой и исполнен обвиняемым. Это вообще парадокс, но, в общем-то, выполнено красиво, можно сказать так, с позиции, значит, вот той системы, против которой нужно выступать, выполнено, можно сказать, идеально. Валерий, кому интересна переквалификация? Прокуратуре, следствию или людям, стоящим за всей этой фальсификацией и шоу? В смысле переквалификация, вот, которая была выполнена перед судебным рассмотрением, да? Правильно я понял вопрос, да? Со 115 на 116. Не, именно с части 1 на часть 2, или на 116. На 116, да. Ага, моя позиция, да? Кому интересно? Да. Поскольку сама квалификация утяжеления, которая была выполнена перед началом судебного рассмотрения, она привела к ситуации, когда можно применить более жесткую санкцию, то есть пожизненное заключение, это максимальная санкция. И, во-вторых, как бы мобилизовать политические как бы силы для того, чтобы ускорить вот это решение, как бы, которое уже запланировано. То есть мы что наблюдали? Мы наблюдали вмешательство в это дело президента, то есть ему буквально докладывали, да, о ходе расследования, что с юридической точки зрения это является нарушением, то есть он не является процессуальным лицом, и доклады о ходе расследования президента это неправильно с точки зрения процессуального кодекса. Кому выгодно? То есть есть же позиция, то есть я помню еще 13-й год, когда стояли люди на Майдане, на Евромайдане, и основная идея Евромайдана была это, значит, ассоциация с Евросоюзом. Вот. Но в эту идею, в эти стройные ряды влились идеологические националисты, которые на сегодня буквально делают такие заявления, что зачем нам такой Евросоюз, да? Вот,
который заставляет нас быть толерантными по отношению к национальным меньшинствам. И это уже очень интересный звонок. То есть, поскольку основная масса украинцев таки стремится в Евросоюз, а власти, которые имеют идеологическую платформу более националистическую, они уже становятся фактически тормозом на пути к движению вот к такому. И нас интересует, кто заинтересован в переквалификации дела? Прокуратура, следствие или третьи лица? Да, вот в той переквалификации, которую сделала прокуратура, заинтересована не столько сама прокуратура, сколько политические силы. То есть политические силы заинтересованы в том, чтобы была максимальная тяжелая санкция, то есть пожизненное заключение, и максимально быстрое рассмотрение дела. То есть они уже для себя все решили, это все остальное, что нету доказательств, нету там чего-то, это их мало волнует. Им важна жертва. И эта жертва уже назначена. Она продолжает, эта жертва, трепыхаться, с их точки зрения, и в том числе с помощью адвокатов. Но это трепыхание, оно как бы гасится всяческим как бы нажимом, что давайте поскорее и посильнее. Вот это все сделайте. А вот эта переквалификация, которая мной сейчас будет выполнена попытка инициировать ее на 116-ю, это смягчение санкций. Там санкция от 2, по-моему, до 7 лет или до 5, и даже с возможностью условного срока. Это совсем другой подход, как бы такой буферный, даже независимо от того, кто там совершил это преступление, скажем, да, я склоняюсь к тому, что это не Вячеслав, но тот человек, который понесет ответственность, он может быть признан совершившим такое действие по 116 статье. И это выгодно в целом было бы всему украинскому обществу, которое таким способом могло бы увидеть, что вот этот вот подход, когда идет идеологическая ксенофобия внутри Украины, вот этот подход, он вреден в целом для всего украинского общества, которое не хочет внутренних раздоров. Поэтому, я думаю, для всего общества было бы желательно, чтобы квалификация была по 116. А для политиков, конечно, они стремятся, часть 2, 115. Нам будет интересно узнать, что вам ответят на ваш запит. Вы нам сообщите обязательно. А примерно в каких сроках вам должны дать какой-то ответ? Я планирую подать вот сегодня-завтра. Уже я получил нужный документ, который я ожидал. Должны, во-первых, рассмотреть заявление мое о признании меня потерпевшим. И если такое признание состоится, то тогда будет рассмотрено и ходатайство, которое я прикреплю. Признание вас как потерпевшего и так далее будут препятствовать, не принимать ваше заявление. Не, заявление примут, и рассмотреть они должны его в течение 5 дней. Это по процессуальному кодексу. То есть с момента подачи должно пройти 5 дней, когда вы получите какой-то ответ, признали вас потерпевшим или нет? Примерно так, да. Интересно. Валерий, такой вопрос. В одном из последних своих видео вы называете, что дело Фарион, оно не политическое. Откуда такое заключение? Это, говорят, факты поведения сторон или риторика следствия? Так. Вопрос. Значит, в одном из своих последних видео вы говорите, что дело Фарион не политическое. Хотя, мне лично кажется, что очень даже и политическое, что это політичне замовлення. Но вы говорите, что это не политическое. Почему вы так думаете? На основе чего вы сделали такой вывод? Это говорят факты, это говорит поведение сторон или это риторика следствия?
значит, риторика следствия, поведение сторон или факты. Значит, во-первых, у нас есть неучтенный фактор вот по всем этим в структуре обвинения. Это дело, возбужденное СБУ по отношению к Фарион по статье 161. По-моему, там не одно дело было возбуждено, мне кажется, там целых 4, если я не ошибаюсь. Да, там 4 статьи, но там военные, потом переписка и нарушение там персональных данных, защиты, что-то, примерно такое. Но как бы основная часть, по которой это дело было передано в подследственность СБУ, это 161 разжигание. И оно закрыто не в связи с отсутствием состава преступления, не по невиновности, а в связи со смертью. Значит, и вот насчет политики, да, есть там политика или нету политики. Значит, вот квалификация по части 2 как раз это попытка сделать это дело политическим и поднять вот это дело как прецедент на знамя борьбы против инакомыслящих, можно сказать так. То есть покрыть вот ту ксенофобию, которая фактически имела место, покрыть ее и представить ее в виде законной общественной деятельности. Вот. Но по сути, то есть я не говорю, что как его хотят представить это дело, а суть его этого дела не политическая. Это ответ на травлю. То есть вот реакция на травлю, это вообще-то не политика, это буквально бытовуха, так сказать, такая, можно сказать, несколько она политического характера, но когда тебя там встречают и говорят, что там чему на державную, например, да, на бытовом уровне, то на бытовом уровне возникает отрицательная эмоция. А кто ты такой, и что ты мне тут будешь указывать? Примерно так это выглядит. И когда политика, то есть тут еще как бы есть 2 школы у нас правовых. Есть Харьковская школа и есть школа Западной Украины. Я вот, когда столкнулся, понял, что у нас в Украине разные юридические школы есть. Так вот, эти школы отличаются пониманием того, что есть государство. То есть есть определение государства. И Харьковская школа, наша сильная школа, она говорит о том, что государство – это такой институт, который имеет властные полномочия, которые, значит, монопольные и регулируют общественные отношения полностью во всей державе. Значит, сверху донизу все общественные отношения регулируют. Там же со стороны Западной Украины приезжали специалисты, вот в Киев, я помню, тогда была целая волна после Оранжевой революции. Они говорили, что полномочия государства ограничены, то есть они не могут вмешиваться, например, в семейные отношения, не могут вмешиваться там в частные какие-то предприятия, регулировать там что-то. И вот на этой волне они как бы продвигали свою идеологическую платформу. Но когда они продвинули ее, они начали тотализировать как раз вот эту государственные институты и опять вернулись на то, откуда они отходили. Но считать ли это дело политическим? Если было бы это, теоретически, если было бы это убийство общественного деятеля чисто, да, то тогда мы говорили, да, это политика, это убит общественный деятель. А если убита ксенофобка, то какая тут общественная деятельность? Это преступление, убита преступница. Тут я бы не сказал, что это убийство преступника, это политический акт. Нет.
Ну, примерно такая позиция. Я поняла, спасибо. Валерий, такой вопрос. Значит, 4 ноября вы выпустили новое видео эфира группы «Підтримка» Вячеслава Зинченко. У меня такой вопрос. Вы говорите о важности общественной поддержки. По вашему мнению, что именно должна делать такая группа поддержки, чтобы быть эффективной? Ну, сама по себе группа поддержки – это очень мощный такой инструмент. И если она организована, хорошо организована, то тогда это великолепно. Что должна делать? Ну, направлений масса. То есть, во-первых, это эмоциональная поддержка. Во-вторых, там логистические какие-то действия, то есть доставка передач там буквально, да. В-третьих, значит, информационная поддержка такая тоже, потому что вот все, ну, как бы в основном средства массовой информации, они занимают позицию стороны обвинения, то есть государственного обвинителя. И вот эта группа поддержки, она является вот тем ядром, которое не позволяет поглотить вот справедливость вот этой позиции стороны обвинения, которая фактически испытывает давление со стороны политикума. Вот. И поэтому что делать группе поддержки? Ну, держаться до последнего. То есть мы являемся тем бастионом, который пытается сохранить верховенство права в Украине. Для того, чтобы его сохранять, нужно действовать по всем вот этим направлениям. То есть и логистические как бы услуги, и присутствие в суде, и эмоциональная поддержка, и информационная поддержка. То есть вот это все. Если в группе наблюдается раскол, а такой раскол он сейчас произошел, то тогда получается какие-то потоки, да, взаимодействия, они пресекаются. Например, я не получил в результате всего этого, не получил видеозапись последнего судебного заседания 21 октября. И это сказалось как бы на моей возможности сделать хорошую юридическую аналитику по допросу вот этого секретного свидетеля. Конечно, это проблема, и эту проблему нужно решать, но это говорит о том, что против группы поддержки идет целенаправленная работа на ее раскол, на уничтожение ее эффективности. Но не нужно на это как бы реагировать, ну, опускать руки, что ли, да, нужно наоборот попытаться действовать еще с удвоенной как бы энергией, несмотря ни на что, и использовать все возможности для того, чтобы действовать в защиту справедливости, в защиту несправедливо обвиняемого. Валерий, ну мы тоже надеемся, что как в данном деле победит верховенство права, так и у девочек тоже победит верховенство разумности. И прекратятся эти непонятные обвинения, эти непонятное соперничество. Мы не соперничаем, соперничать нужно с другими. Кто придумал это дело, кто фабриковал, кто подставил парня невиновного молодого. Вот с ними надо бороться. Раскол может быть, я признаю раскол, я люблю, когда у людей другое мнение. Другое мнение, значит, они живут, значит, это человек разумный. Люди не могут говорить в унисон друг другу одно и то же, улыбаясь, а на самом деле за спиной думать совсем другое. Это прекрасно, что у девочек свое мнение, у нас свое мнение. Но главное оставаться во взаимоуважении один одного. Не оскорблять, не унижать, идти дальше. У каждого свой путь, у каждого свой способ бороться. Это приветствуется, это ответственно, это классно, это здорово. Да, я согласен, но можно сказать, что я вам сейчас открою один факт.
То есть дошло до того, что у меня не получилось отрегулировать взаимоотношения с Мусихиной, и это вылилось в конце концов в то, что она открыто, публично начала меня оскорблять, фактически совершила мелкое хулиганство, и я таки подал заявление в полицию областную Днепропетровской области о том, чтобы ее привлекли к административной ответственности. Вот это чем закончилось. Посмотрим, какой будет результат. Надеюсь, что конфликт будет исчерпан, обе стороны получат удовлетворительный ответ, и все-таки разум восторжествует, опять же, так же, как верховенство права в этом деле. Я очень надеюсь на здравый и здоровый диалог, что у вас получится произвести с Татьяной, и, наконец-то, не будет никаких препятствий в получении данной группой тоже каких-то видео. Ведь мы все боремся за спасение Вячеслава, а не против Вячеслава. Мы должны идти вместе, мы должны бороться против тех, кто там, но не против тех, кто здесь. Да. Хорошо. Валерий, у меня такой вопрос. Как вы считаете, какие юридические шаги сейчас наиболее важны в защите Вячеслава? Можете кратко как-то их так сформулировать? 1, 2, 3? Да. Первый шаг это поскольку стадия судебного рассмотрения, и как раз это та стадия, которая требует активных действий. Чего я, например, пока не очень-то наблюдаю со стороны защиты, но время как раз нормальное. Может, они там это дело вуалируют, чтобы не вскрыть свои карты, но время хорошее. Во-первых, вот это вот изменение квалификации, это, с моей стороны, да, вот это вот шаг будет сделан. Не знаю, если даже не признают меня стороной потерпевшей, если даже в этой связи не будет рассмотрено мое ходатайство, которое будет прикреплено к этому заявлению, то все равно в материалах дела оно появится, и адвокаты могут его увидеть, вот то обоснование, и, если они не будут его использовать, то есть поддерживать, да, со своей стороны, то в любом случае на стадии апелляции, если другие адвокаты придут, они могут это тоже поднять на знамена, эту переквалификацию. Дальше, что еще с точки зрения процесса, например, там есть момент такой ДНК-экспертиза стула номер 1, который прошел эти 3 экспертизы, и только на 3-й раз, там уже после того, как был сделан арест Вячеслава, они выявили его ДНК на этом стуле. Первые 2 экспертизы ДНК не выявили. Это, фактически фальсификация, как и, например, выглядит как фальсификация приключение гильзы, которая появилась у левого переднего колеса белого автомобиля возле подъезда номер 6. Значит, вот эти вот 2 момента, они фактически являются фальсификацией, подозрение не является, я скажу точнее, есть подозрение на то, что есть там фальсификация. И для того, чтобы это подозрение снять, нужно подавать заявление в Держбюро расследований, ГБР, поскольку фальсифицируют фактически правоохранители. То есть такие заявления нужно готовить и нужно подавать. Дальше вот эти вот экспертизы, которые были проведены, адерологическая, портретная, вот, там что там еще, какие там были экспертизы, их надо делать повторные, требовать, чтобы были повторные экспертизы, потому что они, во-первых, ДНК-экспертиза, они выполнены с нарушениями, поэтому желательно бы хотя бы заявить ходатайство о том, чтобы выполнить повторные экспертизы. Также есть лингвистическо-правовая экспертиза, она выполнена по
тому, что было в телефоне у Вячеслава, но желательно было бы и сделать лингвистическую правовую экспертизу высказываний Фарион и присоединить, вот там эта такая экспертиза уже была сделана СБУ, вот те материалы вот этого криминального проваджения, которое по 161, взять и их просто присоединить к материалам дела, потому что вот все вот эти результаты экспертиз, которые там есть, они являются фактически доказательствами того, что вот эта деятельность Фарион, она была не общественной, незаконной деятельностью, а именно подтверждение ксенофобской как бы составляющей в этой в ее действиях. И ну вот во всем, если вот так вот все это целенаправленно выполнить, то тогда квалификация, как минимум вот это по части 2 115, она будет снята. Вот, и можно сказать, что именно на первой инстанции сейчас это фактически последний шанс представить вот те доказательства, которые будут исследованы. Уже их нужно представлять до дебатов, до прений, и на стадии апелляции, если она там будет когда-то, будут рассматриваться только те доказательства, которые представлены на первой инстанции в ходе судебного рассмотрения. Ну, также могут быть представлены еще как бы нововыявленные обстоятельства, но те, которые не были известны. Вот. Но это такая, как бы сказать, эксклюзив, редкость. Вот. На самом деле доказательства нужно представлять сейчас, и это нужно делать быстро и немедленно, потому что если заявлять ходатайство об экспертизах, то понятно, что сторона обвинения и потерпевшая там София, они будут говорить, что вы затягиваете дело, и будет оказано еще давление сверху там от политических кругов, что давайте поскорее, то есть поскорее, потому что нам нужно на выборы идти, нам нужно как бы иметь задел для выборов, что мы вот победили этих представителей, как это называть, пятой колонны, да, которая разговаривает тут у нас на русском языке. Где-то так. Спасибо, Валерий. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорите о фальсификации. Фальсификация с гильзой, фальсификация с ДНК. Я так понимаю, что у вас еще есть там ряд фальсификаций, которых вы насчитали уже, наверное, не по пальцам, а на бумажке. Вот с этими фальсификациями можно ли обратиться в какую-то международную организацию, международный орган, если у нас в Украине, ну, наверное, фальсификации пролазят, то есть все сходит. То есть нет смысла искать защиты в правовом поле Украины. Возможно ли обратиться и в какую организацию возможно обратиться с какими фальсификациями? Ну, уже обращение было сделано в Amnesty International, Human Watch Rights, даже в Красный Крест, там, что очень не понравилось Мусихиной по поводу условий. Это вы направили вот эти 3 обращения в эти 3 организации, я правильно помню? Да, еще будет 4-е, я его как бы более группирую, это в Комитет по защите прав человека ООН. Там, ну, в Украине или находится за рубежом? Ну, она международная организация, там она и в Украине действует, то есть есть представительство, и за рубежом. То есть я в международный офис подал это заявление. Вот. И так, значит. То есть мы на данном этапе находимся в ожидании ответов от 4 международных организаций и о том, что вас признают потерпевшим по вашему заявлению. Да, и кроме того, вот по этим фальсификациям, о которых идет речь, у нас есть специальный орган, это Держбюро расследований, ГБР так называемое, куда подаются вот эти заявления. Ну, например, и был такой факт, если вы помните, Вороняк начал требовать от суда, чтобы они внесли в ЕРДР факт того, что вот этот продавец, как бы продавец вот этого пистолета,
который совершил фактически, ну, явно мошеннические действия, да, чтобы вот этот факт был зафиксирован судом и было возбуждено уголовное дело. Но на самом деле суд, он не возбуждает уголовные дела в таких вот обстоятельствах. Он, значит, вот такое заявление нужно подавать по подследственности, и Вороняк, как адвокат, должен об этом знать. Если он не знает этого, ему нужно повышать квалификацию. Если он знает это, но делает вид, что не знает, то тогда это просто игра, как бы театр, который с давно расписанными ролями. Вот. И это некрасиво выглядит. А вот эти фальсификации, которые есть со стороны правоохранителей, есть специальный орган Держбюро расследований, которые обязаны расследовать эти фальсификации. И оно само по себе будет отдельным производством, может быть, даже на этом основании, если будет возбуждено дело по фальсификациям, будет приостановлено рассмотрение вот этого дела по убийству Фарион, пока не завершится вот то по фальсификациям. Ну и все вместе, оно в конце концов, если не помогут нам все украинские инстанции судебные, вывести это дело на ЕСПЧ. Хорошо, тогда мы ждем от вас новостей по поводу ваших обращений, и вы говорите, что готовите еще одно письмо. Куда готовите еще одно письмо обращения? Ну, это в комитет по правам человека ООН. Я давно его анонсировал, то есть давно как бы его даже подготовил, но там нужно еще, поскольку это такая инстанция, я хочу присоединить, она интегральная. Там, ну, кстати, вот это вот по переквалификации, тоже туда вот эта идея, если бы я раньше подал, то тогда она бы не была бы вот это, ну, вот этот момент там включен. А он как раз для ООН очень интересен. Почему? Потому что именно ООН зафиксировала вот в этом году, в 2025, и есть решение комитета ООН о том, что в Украине имеет место системная дискриминация национальных меньшинств, таких как венгерская, ромская и отдельно русскоязычные граждане Украины, которые испытывают как бы дискриминацию, ну в частности о русскоязычных, если речь идет, дискриминацию по сравнению с языками ЕС. То есть речь идет о образовании, то есть русскоязычные не имеют права, возможности получать полное среднее образование в Украине на родном языке, в отличие от представителей, ну, например, болгарской диаспоры в Украине, то есть они имеют такое право, и это рассматривается как дискриминация, то есть и вот этот вот момент, ну, например, вот переквалификация, он тоже в связи с очень хорошо будет выглядеть в составе вот этого заявления, которое я подам в ООН. Валерий, я вам очень благодарна за вашу активную гражданскую позицию, за то, что вы есть и остаетесь человеком, за то, что вы есть и остаетесь грамотным юристом, за то, что вы не оставляете это дело, обращаетесь в различные организации, за то, что вы делаете это абсолютно добровольно. И я... Все, у меня вопросов нет, девочки. У вас есть какие-то вопросы к Валерию? Нет, уже все вопросы, Надин, ты задала. Все правильно, дышите четко. Спасибо, девочки. Валерий, спасибо за вашу позицию, что вы не придерживаетесь моих хатовская, у меня вселякая. Оставайтесь таким, какой вы есть, помогайте, и добро вам вернется всегда. Да, спасибо. Давайте вместе все это делать, и вместе мы сила. Абсолютная правда. Вместе мы сила, никаких противоречий, никаких разборок. Мы идем дальше, у каждого свой путь, свое мнение. Это очень похвально, и я это поощряю. Поэтому собрались, улыбнулись и идем дальше. Да, спасибо. 100%. Воля Вячеслава Зінченко. Дякую за ефір, дай Боже. Дякую, дівчатка, за те, що ви з нами. Всім гарної ночі. Гарної ночі, мирної.